Наконец-то мы дождались главного события осени. Правительство представило федеральный бюджет, свое видение на 2026 год. Обратим сегодня внимание на два параметра этого бюджета и порассуждаем о том, к чему все это, а главное, в чем тут основная проблема. Прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете бесплатные способы по обходу блокировок YouTube, WhatsApp и Telegram. Мы, кстати, каждый день сами их тестируем. Прямо из России. Так что все работает. У инструкции есть спонсор – Shiva VPN. У него круглосуточная поддержка и 3 бесплатных дня на тестирование. Так что попробуйте. Ссылка в описании. Давайте сразу скажем о двух параметрах федерального бюджета, которые можно смело сразу игнорировать. Это расходы на оборону, которые закладываются в 12,6 триллионов рублей, и прогноз по дефициту. 4-й год подряд, все время с начала войны, цифры дефицита и военных расходов, заложенные в бюджет и в итоге исполняемые, не совпадают настолько, что закон о федеральном бюджете в этой части можно считать декларацией о намерениях, да и то не совсем. Чем, в общем, угодно можно считать, но только не тем, что реально собираются потратить, и не той дырой, которую реально собираются получить. Важно в проекте федерального бюджета вот что. Где правительство планирует искать деньги, ведь их, очевидно, не хватает. Собственно говоря, мы получили ровно то, что ожидали. Правительство закладывает повышение НДС на 2 процентных пункта в бюджетный план. Правительство в своих намерениях откровенно и прямо говорит, деньги ему нужны на оборону и безопасность, то есть на финансирование войны. Кроме того, что НДС вырастет на 10-ю часть, предлагается понизить порог оборота для его уплаты компаниям, использующим упрощенную систему налогообложения. Понизить серьезно, с 60 до 10 миллионов рублей. Что позволит, по заявлению Минфина, во-первых, эффективнее бороться с дроблением бизнеса, а во-вторых, обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения для растущего бизнеса. Что такое 10 миллионов рублей оборота? Для Москвы и Питера это годовой оборот уважающей себя точки с шаурмой или шавермой, соответственно. Порог в 10 миллионов покрывает фактически весь бизнес, который можно назвать бизнесом, исключая самозанятость. Если с порогом в 60 миллионов из плательщиков НДС исключался малый бизнес, то теперь совсем уж микропредпринимательство. Плательщиками НДС станет практически весь бизнес в стране. Повышение же, самого НДС с 20 до 22 касается абсолютно всех. Это мощный проинфляционный фактор, который сразу же приведет к росту конечных отпускных цен. Тут еще раз скажем, что НДС, как любой налог с потребления, это налог на бедность. Чем большую долю своих доходов вы не сберегаете и не инвестируете, а тратите, тем выше эффективная ставка налога для вас лично. Если вы заработали 30 тысяч рублей и отнесли в магазин за еду 30 тысяч рублей, полностью до копейки, то вы напрямую отдали федеральному бюджету ныне 20% своих доходов, а с нового года отдадите 22%. Если вы заработали же 300 тысяч, а потратили из них 100 и сберегли 200, то эффективная ставка НДС для вас 7%, со сбережений-то он не платится. НДС – хрестоматийный пример обратно выпуклого или регрессивного налога. Чем меньше у вас есть, тем выше для вас реальная ставка. Еще, в отличие от прямых налогов, подоходных и имущественных, косвенным налогам, таким как НДС, наплевать, есть ли у вас деньги вообще. Есть ли с чего брать у вас налоги. Купили вы шоколадку за свою зарплату, за деньги с наследства, в кредит, в долг. Это все не важно. НДС вы заплатите все равно. То есть вполне возможно, что при зарплате, например, в 30 тысяч вы взяли в кредит 20 тысяч в августе, чтобы собрать ребенка в школу, и потратили все 50. В таком случае НДС-то будет со всех 50, а не только с 30, которые вы заработали. То есть и с кредитных тоже. В таком случае эффективный НДС для вас будет вообще 28% от вашего дохода по текущей ставке. То есть чем вы беднее, тем выше для вас налог. С точки зрения федерального бюджета НДС очень удобная штука. Это главный бюджетообразующий налог, администрирование которого давно и успешно налажено, от которого не скроется никто. При этом повышение НДС не требует дополнительных управленческих затрат, оно просто ведет к механическому росту доходов. Чем ты беднее, тем больше ты платишь налог. Потому что ты заработал 30 и потратил 30, значит, заплатил 20% НДСа со всего, что потратил. А если ты заработал 1 000 000, а потратил 100, то ты НДС заплатил только со 100, а 900 положил в банк. Поэтому ты заплатил 20 тысяч с 1 000 000, то есть 2%.
А тот, кто... Меньше процент получается. Ну да, то есть из твоих доходов НДС тут составил 2%, а там 20%. Поэтому чем ты беднее, тем больше у тебя берут налога. Граждане могут жонглировать своими доходами. Работать в черную, в серую, пытаться что-то оптимизировать. Но что бы они там ни наоптимизировали, они все равно пойдут в магазин, полученное тратить, напрямую пополняя федеральный бюджет через НДС. Помимо повышения НДС, у нас имеются правила расчета утилизационного сбора для импортируемых автомобилей. Поговорим подробнее об этом после небольшой коммерческой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Иммиграция в США – тема, в которой запросто можно потеряться. Формы, сроки, переводы, разные мнения от знакомых-знакомых – все это чаще мешает, чем помогает. На самом же деле, успешный переезд прежде всего начинается с понятного плана. Именно его помогает сформировать M&M Document. Это команда, которая помогает получить грин-карту, то есть постоянный вид на жительство в США через визу таланта, с правом жить, работать и получить паспорт через 5 лет. M&M специализируется на иммиграционных программах EB-1 и EB-2 NIW. Для получения одобрения по ним вам не понадобится работодатель, не требуется сверхдостижений вроде Оскара или Нобелевки. Это программа для тех, у кого есть профессиональный опыт и реальные достижения в своей сфере. Вы можете быть как IT-специалистом, так и врачом, ученым, руководителем, архитектором, спортсменом или просто профессионалом своего дела. Список подходящих специальностей и критериев гораздо шире, чем многие думают. Весь процесс от оценки шансов и выстраивания стратегии до подачи петиции и получения грин-карты команда берет на себя. M&M действует не по набору шаблонов, а точечно работает с каждым кейсом. Офис компании находится в Нью-Йорке. Их специалисты хорошо понимают, как проходит процесс одобрения. У них был опыт работы со сложными кейсами и с другими иммиграционными программами. До 1 октября по промокоду CATS у них действует скидка в 25% на подготовку кейса по программам EB-1 и EB-2 NIW. Чтобы узнать, подходит ли ваш случай для этих программ, оставьте заявку по ссылке в описании. С вами свяжутся, подробно расскажут, как все устроено. Вы сможете записаться на консультацию с экспертами, которые дадут вам четкий план действий, рекомендации и при необходимости сопроводят при подготовке кейса и помогут получить грин-карту. Скидка в 25% действует только до 1 октября. Успейте ее получить, ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Помимо повышения НДС, у нас меняются правила расчета утилизационного сбора для импортируемых автомобилей. Раньше утильсбор был привязан исключительно к объему двигателя. Автомобили до 3 литров можно было ввести для личного пользования, заплатив лишь несколько тысяч рублей. Теперь же коммерческий утильсбор в сотни тысяч рублей касается всех автомобилей с мощностью от 160 лошадиных сил. То есть касается вас, даже если вы ввозите машину не для перепродажи, а чтобы кататься самостоятельно. Понятное дело, что покупка сравнительно крупных и мощных автомобилей из Китая, Южной Кореи и Европы увлечение не всеобщее. Это потребление сравнительно элитное. Тем не менее, в отдельных случаях речь о росте налогов в сотни раз. Но даже если вы не собираетесь себе привозить 3-летнюю Mazda CX-5 из Кореи, что стало, кстати, довольно популярной практикой, новость все равно важная. Ведь если правительство решило докопаться до настолько нишевого рынка, до таких грошей, это значит, что конкурс на лучшую идею, где бы найти деньги, идет вовсю. Где еще не доскребли? Где граждане пока слишком хорошо живут и недостаточно платят? Поиск на автомобилях ведь не закончится, а пойдет дальше. Причем, судя по тому, что деньги ищут даже в таких неожиданных местах, их будут искать и дальше, и дойдут до еще более неожиданных мест. Поэтому, когда министр экономического развития Решетников говорит, что, дескать, пора готовиться к пересмотру налогового режима для самозанятых, пора подводить итоги и сворачивать этот эксперимент, когда такое говорит министр экономразвития, не нужно к его словам относиться легкомысленно. Вот этот аттракцион неслыханной щедрости от государства, когда поставил себе приложение, заплатил 4 или 6% со всех входящих платежей от ФИС и юрлиц соответственно, и все, ты добросовестный налогоплательщик и в ус себе не дуешь, вот это все выглядит, честно говоря, как рудимент давно минувших мирных дней, когда государство и так жило с профицитным бюджетом, а налог для самозанятых скорее имел целью вывести на свет Божий теневую экономику и приучить к налогам тех, кто раньше и слова такого не знал. Ну так вот, приучили.
Сейчас уже явно не до высоких материй по типу гражданской налоговой дисциплины. Сейчас нужно банально искать деньги. И довести ставку для самозанятых уж как минимум до уровня подоходного налога, хотя бы до 13%, выглядит очевидной идеей. В нынешнем бюджетном проекте пока этого нет, но совершенно не факт, что над этим активно не думают. Другое дело, что это докапывание до мышей. В отличие от повышения НДС, все прочие идеи – наскребывание по сусекам. Но если уж доколебались до таких вещей, как утиль-сбор и налоги на букмекерские ставки, то следует ждать новых налогов. Если не в этом бюджетном году, то в следующем. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что в отсутствии экономического роста невозможно значимо повысить бюджетные доходы просто манипуляцией с налоговыми ставками. Ну хорошо, повышение НДС даст федеральному бюджету триллион с копейками. Решает это вопрос дефицита? Не решает. Даже в плане дефицит выше 4 триллионов. А как далеко исполнение от плана, мы знаем. Вы не соберете заметно больше денег, если не растет то, с чего вы их собираете. Тут довольно простая арифметика. Доля от целого тем больше, чем больше целое. А российская экономика, даже по официальным меркам, балансирует между стоянием на месте и падением, между стагнацией и рецессией. Единственное, чего вы достигнете, наращивая налоговую нагрузку на экономику, которая стоит на месте, это еще быстрее ее отправите вниз. Мало того, что ставка конская, мало того, что дефицит кадров из-за войны, так вы еще и налоги повышаете. Вы не просто их повышаете, вы де-факто выводите из упрощенного режима весь малый бизнес, обкладываете НДСом всех подряд. Даже ту активность и тот рост, который еще теплился, вы благополучно прибиваете сверху пыльным мешком. Российское правительство тут находится в интересном положении. Со стагнирующей экономики сильно больше получить нельзя, но с другой стороны, нет никакого маневра, чтобы расходы сократить. Расходы на военку мы тут даже не рассматриваем. Они никуда не денутся до тех пор, пока война идет, и в том объеме, который война требует. Причем они еще и будут расти. Но с другими расходами тоже особо не рыпнешься. Любая отрасль, живущая на бюджетных дотациях, утратив эти дотации, моментально схлопнется, чем ускорит падение экономики, а значит уменьшение поступлений в бюджет. Перестаем спонсировать, например, льготную ипотеку. Тут же получаем крах жилищного строительства, а за ним всех смежных отраслей. Ну и они все прекращают платить какие бы то ни было налоги. Сокращаем индексацию пенсий и зарплат бюджетников. Получаем уменьшение совокупного спроса и налоговых поступлений, в том числе с НДС. Ужимаем инвестиции и инфраструктурные проекты. Получаем сокращение предприятий, на них завязанных, и снова неизбежное падение спроса. Когда бюджет в экономике исполняет такую роль, каковой она стала за годы войны, правительство неизбежно попадает в замкнутый круг. Вводим новые налоги, получаем сокращение экономического роста, в итоге собираем меньше, сокращаем расходы, бьем по зависимым от бюджета отраслям и вновь собираем меньше. Понятное дело, правительство будет одалживать деньги, будет выпускать все новые облигации федерального займа и продавать их банкам. Но это не системное решение, а банальное затыкание дыр и накопление долгов, которое уже немного напоминает строительство пирамиды, и чем дальше, тем больше будет на нее похоже. Честно говоря, винить финансово-экономический блок за отсутствие системного решения и поиск хоть каких-то денег хоть где-нибудь в данной ситуации довольно сложно. В данной ситуации от бюджетной политики вообще есть одно только название. Правительство не может определять никакой политики с точки зрения сбора и расходования денег. Правительство поставлено перед фактом. Россия будет воевать в 26-м и в 27-м, а потом еще и в 28-м. И нет тому предела. Война не создает никакого экономического блага, не увеличивает пирог, от которого в итоге можно будет отрезать кусочек побольше. Она этот пирог уменьшает. Война обходится неприлично дорого, как напрямую, так и косвенно. Сокращает доступную рабочую силу, которая частично умирает на фронте, а частично занимается непроизводительным трудом, типа дроны клепает. А еще мешает торговать нефтью по нормальным рыночным ценам, заставляет каждый раз придумывать сложные, а главное совсем не дешевые схемы для обычной внешнеэкономической деятельности. Война заставляет нести повышенные социальные обязательства, потому что с большим успехом перемалывает плативших налоги работников в получающих пенсию инвалидов. Выплаты за погибших, бюджетные места в вузах для детей воюющих – это же все не бесплатно. При этом война ничего не приносит и никогда не принесет.
Потому что на дворе не 15 и даже не 17 век. В захваченных руинах украинских сел нет сокровищ, которые можно было бы отправить в государственную казну. Или даже рудников, из которых можно было бы сокровища добыть, бриллианты там или золото. На этих территориях не захватываются крестьяне, которые будут платить теперь налог в бюджет. Ничего этого не произойдет даже при успехе и захвате какого-нибудь города более-менее целым. Из него все равно уедут все, кто умеет зарабатывать деньги, а бюджет вместо налогов получит в нагрузку новых пенсионеров и обязательство восстанавливать город. Война в 21 веке штука не просто очень дорогая, но еще и заведомо ничего не приносящая ни при каком сценарии развития событий. Правительство стоит, в общем-то, перед нерешаемой задачей. Нужно финансировать причинение ущерба самим себе. И чем ущерб этот сильнее, тем больше нужно денег для ликвидации его последствий с одной стороны и для нанесения новой порции ущерба с другой. Нужно найти деньги на танки и контрактников, которые захватят украинское село, потом заплатить их семьям гробовые или их содержать как инвалидов, профинансировать оставшихся в этом руинах села пенсионеров, вложить деньги в разминирование села и пойти искать деньги на новые танки и контрактников для следующего села. У правительства нет никакой политической власти, оно же не может войну прекратить. Оно прекрасно понимает, что действует себе во вред. Но перед ним поставлена задача найти денег на новый вред на следующий год войны. И оно будет искать везде, где в принципе возможно, иначе в СИЗО придется отправиться. Вот такая невеселая картина. До завтра. Кстати, у нас вчера вышел пилотный выпуск нового сериала про то, как советские люди жили в 80-е годы. Нам самим было очень интересно над ним работать, а теперь интересно и смотреть, потому что и комментарии читать. Мы его необычно сняли, хотим показать жизнь одной квартиры от Брежнева до Путина. Посмотрите, пожалуйста. Вот теперь до завтра.